Представьте себе мир, где звук важнее света. Мир, где гравитация почти не имеет власти, а каждый вдох — это осознанный выбор между жизнью и смертью. Это мир мирового океана, колыбель жизни на Земле. И в этом синем пространстве обитают существа, чей разум, возможно, является единственным на планете, способным соперничать с нашим. Они — дельфины. Но их история начинается не в воде. Это история величайшего эволюционного разворота. 50 миллионов лет назад предки этих грациозных пловцов ходили по земле. Они были похожи на странных волков или гигантских выдр, обитавших в прибрежных болотах древнего океана Тетис, что заставило их оставить твердую почву и вернуться в лоно водной стихии. Мы не знаем точно, но этот шаг навсегда изменил облик планеты. За миллионы лет их передние лапы превратились в грудные плавники, задние исчезли, оставив лишь рудиментарные косточки глубоко внутри тела, а ноздри мигрировали на макушку, став дыхалом. Они стали совершенными машинами для жизни в воде, но сохранили теплокровное сердце и мозг, требующий постоянного притока кислорода. Сегодня мы отправимся в путешествие, чтобы понять, кто они на самом деле. Не цирковые артисты, прыгающие через обруч, и не мифические спасители утопающих, а сложные, противоречивые и гениальные хищники, создавшие свою цивилизацию параллельно с нашей. Взгляните на дельфина в движении. Это триумф гидродинамики. Вода в 800 раз плотнее воздуха, но дельфины пронзают ее с легкостью, которая кажется нарушением законов физики. Секрет кроется не только в мощной мускулатуре хвоста, но и в их коже. Она уникальна, мягкая, теплая и постоянно обновляющаяся. Дельфин сбрасывает верхний слой клеток кожи каждые 2 часа, уменьшая трение воды. Более того, их кожа покрыта микроскопическими гребнями, которые гасят турбулентность, позволяя воде плавно обтекать тело. Инженеры годами пытались скопировать эту структуру для создания подводных лодок, но природа остается непревзойденной. Но жизнь в воде для млекопитающего — это постоянный риск. Дельфины не могут дышать рефлекторно, как мы. Если человек потеряет сознание, он продолжит дышать. Если дельфин потеряет сознание, он утонет. Каждый их вдох — это сознательное действие. Как же они спят? Ответ кроется в удивительной архитектуре их мозга. Дельфины практикуют так называемый однополушарный сон. Они никогда не спят полностью. Пока левое полушарие мозга спит, правое бодрствует, контролируя движение плавников и следя за тем, чтобы дыхало вовремя оказалось над водой. Один глаз закрыт, другой внимательно сканирует темную толщу воды в поисках хищников или препятствий. Через пару часов полушария меняются местами. Дельфины — это существа, которые бодрствуют всю свою жизнь, от первого вдоха до последнего удара сердца.
люди – существа визуальные. Мы верим тому, что видим. Но в мутных водах океана или на глубине, куда не проникает солнечный свет, глаза часто бесполезны. Дельфины видят мир иначе. Они видят его ушами. Эхолокация дельфинов – это самый совершенный биологический сонар на планете. В голове дельфина в лобной части находится орган, называемый мелон. Это линза из жировой ткани. Дельфин генерирует щелчки, пропуская воздух через носовые каналы, а мелон фокусирует эти звуковые волны в направленный луч, подобно фонарику. Звук ударяется о рыбу, скалу или сородича и возвращается обратно. Нижняя челюсть дельфина работает как антенна, улавливая это эхо и передавая вибрацию прямо во внутреннее ухо. Точность этой системы поражает воображение. Дельфин способен различить мяч для пинг-понга и мяч для гольфа на расстоянии футбольного поля, просто прощупав их звуком. Они видят не только форму, но и внутреннюю структуру. Дельфин может просканировать человека и увидеть его скелет, работу легких и даже биение сердца. Известны случаи, когда дельфины проявляли особый интерес к беременным женщинам, слыша сердцебиение плода еще до того, как о беременности узнавала сама женщина. Для дельфинов мир — это не картинка, а объемная акустическая голограмма. Океан для них не тихий. Он наполнен щелчками, свистами, скрипами и жужжанием. Это непрерывный поток информации, который они обрабатывают с невероятной скоростью. Если у вас есть сложный инструмент восприятия, вам нужно средство коммуникации. Долгое время мы считали, что звуки дельфинов — это просто выражение эмоций. Страх, радость, призыв к охоте. Сегодня наука говорит нам — это язык. У каждого дельфина есть свой уникальный свист, который формируется в первые месяцы жизни. Это свист-автограф. По сути, это имя. Дельфины используют эти имена, чтобы окликать друг друга, представляться при встрече и, возможно, даже говорить о ком-то в третьем лице, когда того нет рядом. Но их коммуникация не ограничивается свистом. Они используют сложнейшие пакеты импульсных звуков, которые мы только начинаем расшифровывать. Некоторые исследователи полагают, что дельфины могут передавать друг другу звуковые картинки. Один дельфин может послать другому акустический образ рыбы, которую он только что увидел своим сонаром. Это телепатия, воплощенная в физике звука. Представьте себе уровень социального взаимодействия, который становится возможным при такой коммуникации. В стае дельфинов нет секретов,
потому что скрыть свое физическое состояние или местоположение практически невозможно. Они живут в мире абсолютной акустической прозрачности. Дельфины не одиночки. Они — социальные существа до мозга костей. Их стаи — это сложные структуры со своей иерархией, дружбой, союзами и интригами. В заливе Шарк-Бэй в Австралии ученые наблюдают за дельфинами, которые используют инструменты. Они срывают морские губки и надевают их на свои носы, чтобы защититься от острых камней и кораллов при поиске рыбы на дне. Это не инстинкт, это знание. Матери учат этому своих дочерей. Это и есть определение культуры. Передача знаний от поколения к поколению не генетическим путем, а через обучение. Их охотничьи стратегии демонстрируют чудеса координации. В Флориде дельфины практикуют кольцевую охоту. Один дельфин поднимает со дна кольцо ила, окружая косяк рыб, которые в панике выпрыгивают из воды прямо в пасти ожидающих сородичей. У берегов Южной Африки во время хода сардин-дельфины объединяются в суперстаи из 1000 особей, сбивая рыбу в плотные шары и атакуя их по очереди. Но их социальная жизнь имеет и темную сторону. Самцы дельфинов афалин часто образуют банды, альянсы из 2 или 3 особей. Эти альянсы могут существовать десятилетиями. Они вместе охотятся, вместе сражаются с конкурентами и вместе принуждают самок к спариванию. Миф о добром, всегда улыбающемся дельфине разбивается о реальность дикой природы. Они могут быть жестокими, они могут убивать ради тренировки или устранения конкурентов, например, морских свиней. Их интеллект, как и человеческий, способен и на великое сострадание, и на расчетливую жестокость. Размер мозга не всегда определяет интеллект, но структура имеет значение. Мозг дельфина весит больше человеческого. У них коэффициент энцефализации, соотношение веса мозга к весу тела,
уступает только человеку, опережая шимпанзе. Но самое удивительное – это веретенообразные нейроны. Долгое время считалось, что эти клетки, отвечающие за обработку эмоций, социальные связи и интуицию, есть только у людей и человекообразных обезьян. Оказалось, что у китообразных они тоже есть, причем в большем количестве и более разветвленной структуре, чем у нас. Это позволяет предположить, что эмоциональная жизнь дельфина может быть глубже и сложнее нашей. Они способны на эмпатию, горе, долгосрочную привязанность. Классический тест на самосознание – тест с зеркалом. Если нанести метку на тело животного и показать ему зеркало, поймет ли оно, что это отражение? Собака будет лаять на другую собаку. Дельфин же подплывет к зеркалу, начнет крутиться, рассматривая метку на своем боку. Он понимает – это я. Это осознание собственного «я» ставит их в элитный клуб самых развитых существ планеты. Связь человека и дельфина уходит корнями в античность. Древние греки считали убийство дельфина кощунством, равным убийству человека. Легенды о дельфинах, спасающих моряков, пронизывают мифологию всех морских народов. Но в XX веке эта любовь приобрела извращенную форму. Мы захотели владеть ими. Мы открыли дельфинарии. Улыбка дельфина – это величайшая оптическая иллюзия природы. Строение их челюсти таково, что они выглядят улыбающимися всегда, даже когда испытывают боль, страх или стресс. Эта застывшая маска ввела нас в заблуждение, заставив думать, что они счастливы прыгать за мертвую рыбу в хлорированном бассейне. Для существа, привыкшего проплывать сотни километров в день и видеть океан звуком, бетонный бассейн – это сенсорная камера пыток. Их сонар отражается от плоских стен, создавая невыносимый акустический шум. Стресс приводит к язвам желудка, депрессии и агрессии. Знаменитый флиппер, дельфин, сыгравший в сериале, на самом деле был несколькими самками. Тренер Ричард О'Барри, работавший с ними, позже стал самым яростным борцом против неволи, увидев, как одна из его подопечных, по его словам, совершила самоубийство, просто перестав дышать у него на руках. Человек пытался использовать дельфинов и как оружие. Военные программы США и СССР обучали дельфинов находить мины, патрулировать акватории и даже атаковать диверсантов. Эти умные животные стали солдатами в наших войнах, не понимая их смысла.
Сегодня дельфины сталкиваются с угрозами, которых не знали за 50 миллионов лет эволюции. И главное из них – это мы. Промышленное рыболовство оставляет океаны пустыми, но еще страшнее – сети. Миллионы километров дрифтерных сетей дрейфуют в океане. Дельфины, гонясь за рыбой, запутываются в них. Будучи не в силах всплыть, они задыхаются. Это мучительная смерть. Химическое загрязнение превращает океан в токсичный бульон. Дельфины – верховные хищники. Они накапливают в своем жире тяжелые металлы и токсины. Это бьет по самому дорогому, по потомству. Первенец самки дельфина часто погибает, потому что вместе с жирным молоком матери он получает смертельную дозу токсинов, накопленную ею за всю жизнь. Но есть и невидимый враг – шум. Двигатели судов, сейсморазведка нефти, военные сонары создают под водой акустический ад. Для существ, живущих звуком, это равносильно ослеплению. Шум разрывает их социальные связи, мешает охоте и иногда приводит к массовым выбросам на берег. Киты и дельфины в панике всплывают слишком быстро, получая кессонную болезнь, или выбрасываются на песок, пытаясь убежать от невыносимого грохота. В Китае мы уже потеряли речного дельфина Байджи. В Мексиканском заливе, на грани исчезновения вакита, маленькая морская свинья, которых осталось всего несколько десятков. Мы стоим на пороге того, чтобы стереть целые виды разумных существ с лица Земли. В конце нашего путешествия мы должны задать себе вопрос: кто же они? Они не наши младшие братья. Они другие народы, как писал натуралист Генри Бестон. Они альтернативная версия разумной жизни на Земле. Дельфины показывают нам, что интеллект не обязательно должен вести к технологиям, строительству городов и разрушению природы. Их интеллект направлен внутрь сообщества, на отношения, на игры, на гармонию с окружающей средой. У них нет рук, чтобы строить, но у них есть мозг, чтобы чувствовать и понимать этот мир, возможно, глубже, чем мы. Когда вы в следующий раз увидите море, помните, под этой блестящей поверхностью скрывается не просто вода и рыба. Там, в глубине, идет жизнь,
полное разговоров, имен, семейных драм и мудрости. Там живут древние разумы, которые наблюдали за нашим появлением и, возможно, будут наблюдать за нашим исчезновением, если мы не научимся уважать дом, который делим с ними. Сохранить дельфинов значит не просто спасти красивых животных. Это значит сохранить возможность диалога с иным разумом. Это значит доказать самим себе, что наш интеллект тоже чего-то стоит, что мы способны не только покорять, но и сосуществовать. Океан ждет нашего решения.